Всем привет! Сегодня на моем обзоре будет классная пара, а именно Adidas Azalea. Недавно говорил, что думаю заказать ее за свой счет, чтобы рассказать, показать и, возможно, если мне не понравится, сдать ее потом в магаз. В общем-то, интересный новый силуэт, который сейчас можно прикупить по скидке за 6-7 тысяч рублей. Ссылочки, если что, будут в описании. Но Adidas решили, что такому не бывать, и прислали мне этот силуэт Adidas Azalea, к сожалению, не в самой лучшей расцветке, по моему мнению, но мы с вами на нее посмотрим, поговорим, потому что это офигительный вариант, возможно, на осень и на весну этого и следующего года. А перед тем, как начать этот видос, конечно же, не забывай подписаться на канал, переходить по полезным ссылочкам в описании и оставлять комментарий, чтобы YouTube продвигал это видео и мой канал в целом. Больше будет нас на канале, будет интереснее и качественный контент. И после этих простых действий переходим к просмотру Adidas Azalea. Как я уже и сказал, мне кажется, это не самый удачный вариант расцветки, потому что там есть однотонные, типа черных, серых и вроде бы это все. Но что имеем, то и имеем. Лично мне зашло и такое. Немножечко градиента здесь сделали, в принципе, выглядит неплохо, кроме одного вопроса: почему светлая замша на носу? Подо что она здесь вообще должна вписаться, непонятно, но, видимо, должна вписаться под то, что тебе будет больно оттирать ее после парочки прогулок этой осенью. Поэтому, если мы будем говорить про осень, скорее всего, лучше брать однотонную черную или серую расцветку, там это все продумано гораздо более хорошо. И перейдем к более детальному взгляду на саму пару, потому что поговорить здесь есть о чем. Не знаю, как у вас, но меня лично этот силуэт отсылает немножечко к Adidas Ozweego. Здесь есть похожие технологии, пытаются, мне кажется, повторить успех того силуэта, плюс сюда закинули как будто бы немножечко 700 V3, ну и приполировали это все 700-ми MNVN. Лично, когда я делал подборку этих картинок в новостях, я понял, что черные расцветки безумно похожи у всех трех этих моделей. Мне кажется, это прослеживается в принципе на любой расцветке. По технологиям, которые спрятаны в подошву. Не раз видел на ютубе, что многие из обзорщиков говорят: это дико плохие кроссовки. Начнем с того, что в принципе за 6000 рублей сейчас кроссовок отличных вариантов будет немного. Но здесь есть хотя бы какие-то технологии, помимо обычной пены Evo, сюда спрятали еще и адипрен. Если смотреть на Ozweego, которые были дико популярны из-за своего удобства, там технология адипрен и адипрен плюс. Если я не ошибаюсь, адипрен находится у нас в передней части подошвы, а адипрен плюс в задней. Походя в этих кроссовках по дому, потому что сейчас на улице слишком грязно, и перед съемками пачкать этот белоснежный или бежевый нос я как-то не захотел. Я, честно говоря, ощутил комфорт, но с Ozweego это все-таки не сравнить. Хотя почему-то, мне кажется, успех пытались повторить именно ихний. Но адипрен в передней части кроссовка вообще офигительная тема. Жалко, конечно, адипрен плюс сюда почему-то не стали вставлять. Протектор, который напоминает 700-й Изи, ну или в принципе любые изики, что-то здесь отсюда есть. Оставили вырезку на пятке, где показывают нам пенку Evo, либо что это, я не понимаю. В общем-то, мне кажется, здесь тоже немножечко вдохновились и посмотрели. Хоть на сайте бренда и говорят, что здесь вроде бы как вдохновение 90-ми, если честно, я их не вижу. Вижу больше вдохновения трендами, и это неплохо. Добавлены рефлективные 3 полосы. С одной стороны и с другой стороны кроссовка. Сзади небольшая рефлективная полосочка, а вот на носу рефлектив закидывать не стали. Зато там можно найти логотип бренда и название модели в интересном таком исполнении. Как будто бы пульс, либо, я думаю, похоже на пульс. Или на Анелия. На Azalea меньше всего. Повторюсь, что засунули замшу на носок этого кроссовка. И это единственное место, где замша здесь фигурирует в белом цвете. Почему? Не понимаю. Сзади также у нас находится небольшая вставка на пяточке из замши, но уже черного цвета, и она более такая грубая. Возможно, это даже не замша, но вопросов здесь никаких нету, потому что здесь не боишься за грязь. Носок, насколько я понимаю, сделан из неопрена, и это, в принципе, неплохо. Он не супер сильно дышит на улице, точнее, можно сказать, что он, в принципе, особо-то и не должен дышать, но на осень это будет годнота. Ну и плюс небольшие пластиковые детальки на шнурках и петельки. Совместили здесь вот два таких вида шнуровки. Если вам интересно, какая стелька стоит в кроссовке, то это самая обычная синяя стелька от бренда Adidas. Ничего особенного, никаких технологий
здесь нет. А вот запихнуть ее гораздо сложнее, потому что она снизу проклеена, но почему-то все-таки не приклеена. Я думаю, что при таком быстром детальном взгляде вы уже понимаете то, что это кроссовок ни в коем случае не летний, а вот сейчас вот такая погода, когда плюс 10, плюс там 6, может быть до 15 градусов, офигительно зайдет. Если смотреть на качество сборки, то клей в каких-то небольших местах торчит, но это неплохо. Говорю уже в последних видосах, пусть лучше он немножечко торчит, чем его будет не хватать, потому что когда подошва отклеится, все скажут, почему так мало клея или почему так плохо сделали, а когда делают лучше, все говорят, почему его так много. Поэтому это неплохо и это не выглядит аляписто, просто по контуру в некоторых местах его видно. На ногах кроссовок выглядит также аккуратно, и лично мне нравится даже немного то, что он яркий, но все-таки однотонную расцветку я предпочел бы гораздо больше. Если говорить про размерную сетку, как она сидит, большемерит или маломерит. В моем случае мне, к сожалению, прислали на 0,5 меньше, чем обычно я ношу у бренда Adidas. Я люблю чуть-чуть посвободнее, поэтому всегда беру 11 US. Здесь прислали 10,5, и он мне прям вот как впритык, как должен. Поэтому я бы сказал, что они идут размер в размер. Вот классик у Adidas. Если вы носите обычные модели бренда 10 US, то и берите 10 US, они вам будут вообще идеально сидеть. Ну и, конечно же, напоминаю то, что все ссылочки на эти кроссовки, на различные расцветки ты найдешь в описании к этому ролику. И плюс промокодики ты найдешь в группе Buy, такие как минус 20, а если я не ошибаюсь, сейчас вообще на сайте должна проходить распродажа минус 30%, плюс еще минус 20 по промокоду. Поэтому залетай в Buy, там точно будет жир, и ты ухватишь не только Азелия, которые будут отличным вариантом на осень этого года, за исключением парочки минусов, таких как замша на носу, но и сможешь подобрать какие-то другие силуэты, которые тебе понравятся. Но это, в принципе, был весь обзор на Adidas Azalea. Не знаю, почему многие люди говорят то, что они им не понравились, чего они, в принципе, ожидали. Здесь мало понятно. Классный, приятный, неопреновый, вроде бы как верх. Плюс классная подошва в виде адипрена. Жаль, без адипрен плюса, потому что вот этого не хватает, чтобы прям они реально были очень удобные. Ну и вполне демократичный ценник, 6-7 тысяч рублей на распродаже там или просто в любой день с промокодом вы можете их прикупить. Лично мне кажется классным вариантом, когда модели других брендов могут ни из-за чего стоить, гораздо больше, при этом никаких даже технологий туда не впихивают. Ну и, конечно, если ты уже прикупил эту модель и просто залетел посмотреть, что я думаю про нее и как смогу рассказать, тогда пиши в комментариях, нравится ли тебе или какой у тебя опыт ношения Азелии. Лично мне интересно, потому что я собираюсь эти носить на улице. Ну, как долго они продержатся или какие будут у меня отзывы, если что, смотрите в моем инстаграме. Думаю, там это все будет прямо к месту. Но это было все, что я хотел тебе рассказать в этом ролике. Спасибо тебе за просмотр, полезные ссылочки в описании. Пока!